Осень 1845 года. Ирландское графство Корк. Крестьянская семья выкапывает урожай картофеля и вместо крепких клубней достает из земли черную гниющую массу с тошнотворным запахом, который, по свидетельствам очевидцев, разносился над полями на много миль вокруг и стал одним из самых страшных чувственных воспоминаний целого поколения ирландцев. За одну неделю поле, которое должно было кормить семью весь следующий год, превращается в кладбище сгнивших корней. Это происходит не в одном хозяйстве, это происходит одновременно по всей стране. К 1852 году, когда катастрофа наконец отступит, в Ирландии от голода и вызванных им болезней погибнет около 1 миллиона человек. Еще примерно столько же покинут страну навсегда, спасаясь от голодной смерти. Причиной станет крошечный грибковый организм, поразивший практически одну единственную культуру, на которой держалось питание значительной части населения острова — картофель. Но самое странное в этой истории не масштаб катастрофы. Странно то, что случилось за 200 с лишним лет до нее. Когда картофель только попал в Европу, его не просто не ели, его боялись. Считали ядовитым, дьявольским, недостойным упоминания в христианских текстах. Растение, которое 2 века спустя станет вопросом жизни и смерти для миллионов, поначалу не решались даже поднести ко рту. Если вам интересно, как одно и то же растение проходит путь от полного отвержения до катастрофической зависимости, подпишитесь на канал. Я разбираю здесь именно такие парадоксы. Чтобы понять, как так вышло, нужно вернуться туда, где картофель вообще никто не боялся, в горы Южной Америки за 1000 лет до испанских кораблей. Дикий предок картофеля растет в высокогорьях современного Перу и Боливии, в районе озера Титикака, на высоте, где большинство других культур просто не выживают из-за холода и разреженного воздуха, а перепады температуры между днем и ночью могут достигать нескольких десятков градусов. Именно суровость этого климата, судя по всему, и стала причиной, по которой местные народы одомашнили именно эту культуру. Клубень, спрятанный под землей, куда лучше переносит заморозки, чем любое надземное растение, а сама культура дает стабильный урожай там, где зерновые попросту не растут. Инки одомашнивают картофель за 1000 лет до прихода испанцев, и к моменту завоевания империи в XVI веке выводят сотни, а по некоторым оценкам 1000 различных сортов, различающихся по цвету, форме, вкусу и высоте произрастания. От привычных нам буроватых клубней до фиолетовых, почти черных сортов, которые до сих пор выращивают в высокогорных регионах Перу и Боливии наравне с современными коммерческими разновидностями. Картофель для инков не просто еда. Они разработали технологию длительного хранения, известную как чуньо. Клубни оставляют на морозе на несколько ночей подряд, а затем вытаптывают ногами, выжимая влагу, и сушат на ярком высокогорном солнце. Получившийся продукт может храниться годами практически без порчи, что превращает картофель в стратегический запас на случай неурожая или войны. Своего рода древний аналог современных консервов задолго до изобретения консервирования как такового. Испанские хронисты, описывающие завоевание империи инков, упоминают картофель мимоходом, как один из десятков местных продуктов. На тот момент никто из завоевателей не подозревает, что это скромное клубневое растение окажется ценнее любого количества золота и серебра, вывезенного из Южной Америки для будущего пропитания целого континента по другую сторону океана. Ирония в том, что испанские галеоны, груженные драгоценными металлами, войдут в историю как символ колониального грабежа, а куда более скромный груз, мешки с невзрачными клубнями, в конечном счете спасет от голода больше человеческих жизней, чем все вывезенное золото способно было бы купить продовольствие. Первые клубни попадают в Европу примерно в 1570-х годах, скорее всего через Испанию, куда их привозят как ботанический курьез вместе с десятками других южноамериканских растений. И вот здесь начинается по-настоящему странная часть истории. Европейские ботаники классифицируют картофель по внешнему сходству, стандартная практика того времени, и обнаруживают, что растение принадлежит к семейству посленовых.
к тому самому семейству, в которое входят белладонна и белена, растения, чья ядовитость была хорошо известна в Европе на протяжении столетий и упоминалась в травниках задолго до появления картофеля на континенте. Формально ботаники правы. Картофель действительно родственник этих ядовитых растений, как и помидор, который проделает похожий путь неверных выводов веком позже. Но из факта родства делается неверный вывод о самом клубне, хотя ядовитые у картофеля именно зеленые надземные части и позеленевшие от воздействия света клубни, содержащие солонин, а не сам нормальный клубень, вызревший и хранящийся в темноте под землей, как это задумано самой природой растения. Слух о ядовитости распространяется по Европе стремительно. К этому добавляется чисто культурное отторжение. Картофель размножается не семенами, а клубнями, растущими под землей, а любое растение, размножающееся столь необычным для тогдашних крестьян способом, вызывает подозрение как нечто противоестественное, едва ли не колдовское. В некоторых регионах Франции и Германии распространяется поверье, что употребление картофеля вызывает проказу, при том, что научного основания под этим убеждением нет вообще никакого. Оно опирается исключительно на внешнее сходство клубнистых наростов картофеля с деформациями кожи при этой болезни, то есть на чисто визуальную, ложную аналогию, ничем не отличающуюся по механизму от той, что веками держала европейцев в страхе перед помидором. Религиозный аргумент оказывается едва ли не самым весомым для простого населения. Картофель ни разу не упоминается в Библии, а значит, по мнению многих богословов и простых верующих того времени, не может считаться пищей, одобренной Богом для человека. Аргумент звучит сегодня абсурдно, но в обществе, где религиозный авторитет определял едва ли не каждый аспект повседневной жизни, подобное умозаключение обладало реальной, практической силой, способной удержать целые деревни от посадки культуры, которая могла бы спасти их от голода в неурожайный год, просто потому что священное писание, составленное за тысячи километров и тысячи лет до открытия Америки, не содержало упоминания растения, о существовании которого его авторы физически не могли знать. К концу XVII века картофель в большинстве регионов континентальной Европы существует ровно на тех же правах, что и тюльпан веком ранее в Голландии, как ботанический курьез для университетских садов, декоративное растение с красивыми белыми или фиолетовыми цветами, но никак не пища для человека. Одна деталь особенно показательна. В некоторых поместьях картофель выращивают исключительно ради цветов, которые срезают и ставят в вазы как украшение обеденного стола. При том, что клубни того же самого растения, зарытые в земле буквально в метре от вазы, никто даже не пробует выкопать и попробовать на вкус. Абсурдная, но исторически задокументированная картина. Люди украшают стол цветком растения, которое считают несъедобным, не подозревая, что под ногами у них лежит будущее спасение целого континента от голода. Ситуация начинает меняться благодаря нескольким конкретным людям, каждый из которых по-своему пытается переломить многовековое отвращение. Прусский король Фридрих Великий понимает практическую ценность картофеля раньше многих современников. Культура дает стабильный урожай на бедных почвах, устойчива к засухе лучше пшеницы и способна прокормить население в неурожайные годы, критически важные для государства, которое постоянно ведет войны и должно обеспечивать не только гражданское население, но и армию, стоящую под ружьем. В 1756 году, в разгар очередной войны, Фридрих издает указ, обязывающий крестьян сажать картофель, и сталкивается с массовым, упорным сопротивлением. Люди либо демонстративно отказываются подчиняться прямому королевскому распоряжению, что само по себе было рискованно, либо формально сажают клубни для проформы, чтобы не навлечь наказание, но не собираются их есть или даже ухаживать за посадками должным образом. Первый указ 1756 года оказывается недостаточным, и Фридриху приходится возвращаться к теме картофеля неоднократно на протяжении своего правления, издавая новые распоряжения и рассылая инструкции по выращиванию культуры в провинцию. Согласно широко известной, хотя и не полностью документально подтвержденной легенде, Фридрих находит остроумное психологическое решение проблемы. Он приказывает засадить картофелем королевское поле
и выставить вокруг него вооруженную охрану, но с одной хитростью. Стражникам дают инструкцию охранять поле демонстративно днем, на виду у окрестных деревень, но покидать пост на ночь, оставляя урожай формально без присмотра. Логика крестьянского ума того времени была предсказуема и хорошо понятна тому, кто эту схему придумал. Если нечто настолько ценно, что это охраняет королевская армия, значит, это ценно и достойно того, чтобы это выкрасть, даже рискуя. За несколько ночей клубни Королевского поля растаскивают местные жители. Именно та реакция, на которую и рассчитывал прусский король, превративший банальный запрет в инструмент обратной психологии, сработавший там, где прямой указ провалился. Первый указ 1756 года оказывается недостаточным, и Фридриху приходится возвращаться к теме картофеля неоднократно на протяжении своего правления, издавая новые распоряжения и рассылая инструкции по выращиванию культуры в провинцию. Настойчивость, которая в конечном счете окупается. К концу XVIII века Пруссия, благодаря именно этой упорной государственной политике, оказывается одной из немногих европейских стран, где картофель уже прочно вошел в повседневный рацион простого населения, что дает стране заметное преимущество в переживании последующих неурожайных лет по сравнению с соседями, где отношение к культуре по-прежнему оставалось настороженным. Если для вас стало открытием, что внедрение целой сельскохозяйственной культуры держалось на хитром психологическом трюке, а не на прямом приказе короля, поставьте этому видео лайк. Так я понимаю, что такие детали истории вам интересны. Похожая по духу, но куда более документированная кампания разворачивается чуть позже во Франции, где за нее берется агроном и военный фармацевт Антуан Агюстен Пармантье. Пармантье впервые сталкивается с картофелем не в лаборатории, а в прусском плену во время Семилетней войны. Именно клубнями его кормят тюремщики, поскольку в Пруссии, благодаря политике того самого Фридриха Великого, культура к тому моменту уже прочно вошла в солдатский рацион. Именно эта вынужденная диета, вопреки распространенному в родной Франции отвращению, убеждает Пармантье в питательной ценности культуры, которую на родине по-прежнему считают едва ли не ядовитой и годной разве что на корм скоту. Вернувшись во Францию, Пармантье разворачивает настоящую пиар-кампанию задолго до того, как подобный термин вообще появится в языке. Он организует пышный банкет для влиятельных гостей, где все блюда, от супа до десерта, готовятся исключительно из картофеля. Лично приглашает на подобные ужины таких видных персон, как Бенджамин Франклин, находившийся в те годы во Франции с дипломатической миссией и известный своим живым интересом к сельскохозяйственным новшествам. Пармантье убеждает короля Людовика XVI и королеву Марию Антуанетту публично появиться с картофельными цветами. Король, по свидетельствам современников, начинает носить цветок картофеля в петлице камзола на официальных приемах, а королева украшает им прическу, превращая скромное клубневое растение в модный аксессуар высшего света, за которым по законам придворной моды вскоре начинает тянуться и остальная аристократия. А за ней и более широкие слои населения, стремящиеся подражать вкусам двора. Кульминацией кампании Пармантье становится тот же трюк, что применял прусский король несколькими десятилетиями ранее. Демонстративно охраняемое днем и намеренно оставленное без охраны ночью поле картофеля под Парижем, с которого местные жители с энтузиазмом воруют клубни, полагая, что крадут нечто исключительно ценное. Психологический механизм оказывается настолько универсальным, что срабатывает практически одинаково в разных странах и десятилетиях, невзирая на разницу культур и языков. Но именно этот триумф, который спас Европу от голода, заложил мину замедленного действия. Всего через полвека культура, победившая смерть, сама станет ее главным инструментом. К концу XVIII – началу XIX века картофель окончательно закрепляется в европейском рационе, причем именно там, где он нужнее всего, в самых бедных, наименее плодородных регионах континента, включая Ирландию. Культура дает значительно больше калорий с единицы площади, чем традиционные зерновые, устойчива к плохим почвам и не требует сложной обработки урожая.
Идеальное решение для безземельных крестьян-арендаторов, вынужденных выживать на крошечных участках земли, которую им сдавали английские землевладельцы на условиях, часто оставлявших арендатору лишь минимальный надел под собственное пропитание после уплаты ренты урожаем других культур, предназначенных на продажу. Именно в Ирландии зависимость от картофеля достигает беспрецедентного масштаба. К 1840 годам значительная часть беднейшего сельского населения страны, по некоторым оценкам до трети всего населения острова, практически полностью зависит от одной единственной культуры как основного источника калорий, причем преимущественно от одного конкретного сорта, известного как лампер, отличавшегося высокой урожайностью, но крайне низким генетическим разнообразием. Взрослый работник в бедных сельских районах мог съедать по несколько килограммов картофеля в день. Это была не добавка к рациону, а практически весь рацион целиком, из которого организм получал большую часть необходимых калорий, белка и витаминов. Размножение картофеля клубнями, а не семенами, означает, что каждое новое растение фактически генетическая копия предыдущего. Если один клубень уязвим перед определенной болезнью, уязвимы абсолютно все клубни этого сорта на всем острове одновременно, без единого исключения, которое могло бы случайно оказаться устойчивым. Осенью 1845 года в Ирландию попадает грибковый патоген Phytophthora infestans, фитофтороз, вероятно, завезенный с грузом картофеля из Северной Америки, где похожие вспышки уже фиксировались годом ранее. Условия того лета, необычно влажная, прохладная погода, оказываются идеальными для стремительного распространения болезни. Споры грибка разносятся ветром и дождевой влагой от растения к растению за считанные дни, а сама природа заражения такова, что внешне здоровый на вид куст может скрывать уже полностью сгнившие клубни под землей. Всего за несколько недель грибок уничтожает урожай на значительной части острова, превращая здоровые клубни в черную гниющую массу прямо в земле, задолго до того, как крестьяне успевают понять масштаб происходящего и предпринять хоть что-то в ответ. Катастрофа усугубляется не только природным бедствием, но и политическими решениями. Ирландия в тот период находится под властью Британии, и значительная часть произведенного на острове зерна и другого продовольствия продолжает экспортироваться в Англию даже во время голода, по контрактам, по экономическим причинам, по идеологическим убеждениям чиновников, считавших вмешательство в рыночные механизмы недопустимым даже перед лицом массового голода среди подданных короны. Отдельные попытки организовать помощь, конечно, предпринимались. Правительство запускало общественные работы и закупало кукурузу из Америки. Но масштаб и скорость этих мер оказались смехотворными перед лицом катастрофы такого размаха. Историки по сей день спорят, в какой степени катастрофу можно было предотвратить или смягчить более решительными действиями властей. Это не окончательно решенный вопрос, а предмет серьезной исторической дискуссии, в которой сталкиваются экономические, политические и моральные аргументы. К 1852 году, когда неурожаи наконец прекращаются, Ирландия теряет, по разным оценкам, от 1 до 1,5 миллионов человек умершими от голода и сопутствующих болезней – тифа, дизентерии, холеры, которые распространяются стремительнее среди истощенного голодом населения, чьи организмы уже не способны сопротивляться обычным инфекциям. Еще около 1 миллиона ирландцев эмигрируют, преимущественно в Северную Америку, зачастую на переполненных, плохо оборудованных судах, которые современники прозвали «гробовыми кораблями». Массовая эмиграция навсегда меняет демографический состав страны. Население Ирландии не восстановится до довоенного уровня даже спустя 1,5 столетия. Если посмотреть на историю, мы постоянно наступаем на одни и те же грабли слепой зависимости. Какая современная технология или продукт, по-вашему, сейчас находится в стадии ирландского картофеля, когда мы зависим от нее всем миром, совершенно не имея запасного плана? Напишите ваши варианты в комментариях. Есть в этой истории горькая симметрия, которую стоит проговорить в конце. 200 лет европейцы отвергали картофель из иррационального страха,
опираясь на внешнее сходство с ядовитыми родственниками и религиозные предрассудки, не проверенные фактами. А затем, всего несколько поколений спустя, та же самая часть Европы впала в противоположную крайность, слепую, немасштабированную зависимость от одной культуры, одного сорта, одной генетической линии, без всякой подстраховки на случай болезни. Оба состояния, паническое отвержение и бездумная зависимость, объединяет одно и то же – отсутствие трезвой, основанной на фактах оценки риска, только с разным знаком. Страх и слепая вера, если вдуматься, растут из одного и того же корня – нежелания или неспособности проверить, что происходит на самом деле, прежде чем принять решение, от которого будут зависеть жизни. Сегодня картофель – четвертая по объему производства продовольственная культура в мире после пшеницы, риса и кукурузы. А грибок, вызвавший ирландскую катастрофу, никуда не делся. Он по-прежнему существует в природе, просто современное сельское хозяйство научилось с ним справляться через генетическое разнообразие сортов, севооборот и своевременную обработку полей фунгицидами. Уроки, оплаченные ценой миллиона жизней 1,5 века назад. Современные крупные производители намеренно выращивают десятки различных сортов одновременно. Они полагаются на один единственный, как это было в Ирландии XIX века. Прямое, институционально закрепленное следствие катастрофы 1845 года. В следующий раз, когда возьмете с грядки картофелину, вспомните, это растение прошло путь от дьявольского плода, которого боялась вся Европа, до основы рациона миллиардов людей. И цена этого пути была заплачена куда более высокой валютой, чем просто время. Растение не изменилось ни на грамм за все эти века. Изменилось только то, насколько внимательно люди готовы были смотреть на факты, прежде чем принять решение. А если хотите узнать историю растения, которое 2 века считали ядовитой ягодой, хотя соседние страны ели его совершенно спокойно, кликайте на видео, которое сейчас появилось на экране. Увидимся там.